Ребятушки, hello, как говорится, приветствую вас в Подмосковье, на том же самом месте. Да, два раза мы пытались снять для вас обзор самоката. Ну как пытались? Мы сняли, только вот ни разу самокат не разогнался до 100 км в час. Хотя минимум в одном случае это была заявленная скорость, но каждый раз немножко да не хватало. 92, 95, но не 100. Сегодня, кажется, все получится, потому что перед нами вот это. Единственный в своем роде, сделанный своими руками. Заявленная скорость выше 110 км в час. Человек, который его сделал, который на нем ездит, стоит вот там вот за кадром. И давайте сразу к делу. Зовем его, вешаем микрофон, он расскажет, что к чему. И попытается разогнаться до 110 км в час. Обзор, поехали. Ребятушки, знакомьтесь, Александр, Саша. Можно Саша, да? Да, конечно. Привет. Александр, Саша, собрал своими руками. Ну, практически тут в основном станки работали. То есть идея и, можно сказать, воплощение основное вот лично твое. Да. А вообще, откуда такая идея? Зачем собирать вот такой, когда есть дуалтрона, скажем? Если бы был готовый самокат, который бы полностью удовлетворял моим требованиям, я бы просто купил бы и не заморачивался. Так. Жил в Ялте. Это маленький город с узкими улочками и с гористой местностью. Путь от дома до работы 6 километров, но перепад 340 метров высоты. На самокате мощностью до 3 киловатт приходилось толкаться ногой. И когда на улице еще жара, там плюс 35, вообще никакого удовольствия от катания. Опять же, когда едешь обратно домой с работы, нужны хорошие тормоза, чтобы это дело все останавливать. Конкретно с этой версии мне было интересно, какие максимальные характеристики можно уложить в такой компактный размер. Покрышка сзади от картинга, я просто решил запихать ее вот максимум мощности, сколько получится. То есть это самокат с моноприводом. У него только задний привод. Аккумулятор у нас вот это все место занимает. Ну, где-то примерно вот до сюда, вот этот вот объем занимает аккумулятор. Сколько он весит? Порядка 25 килограмм. 25 кило. Откуда аккумулятор? Где ты его взял? На AliExpress литий-ионные аккумуляторы с NMC-катодом, которые максимально безопасны. То есть даже если их проткнуть насквозь, они не будут гореть. Можно поставить литий-полимер, они легче занимают меньше места, но они горят как напалм, им не нужен дополнительный кислород для процесса горения. А это безопасно вообще? Вот эти максимально безопасные на данный момент аккумуляторы. Тебе не стрёмно вот на этой штуке, что у тебя под ногами вот такое? Я в ней уверен. Я знаю, что я могу ехать там больше 100 км в час, и у меня не отвалится там колесо, потому что у меня будут всегда работать тормоза, да. И даже если будет впереди яма, я точно ее могу либо объехать, либо перепрыгнуть. Каркас сам, основа металлическая. Это алюминий. Алюминий. D16T. А где ты взял? Сколько стоит? Где-то 350 я купил разные листы, плиты. 350 тысяч только алюминия? Машину можно было купить за 350 тысяч. Волгу. Ну нету. Но у меня была машина. Зачем? Я хотел самокат. А батарейки сколько стоили, аккумуляторы? В районе сотни. То есть мы уже 450 потратили примерно. Ну, уже почти 500 000 ушло, а мы еще даже до руля не дошли. Тормозные диски тоже изготовлены специально под этот самокат. Из полотна советской циркулярной пилы. Что? Да ладно. Ну да, я нашел вот здоровенный такой диск, вот 3-миллиметровый. Так. У него очень хороший сплав. И я просто из него взял точно так же, вырезал тормозные диски. Я на этом самокате уже примерно 7000 километров проехал. Выработки Подожди, практически... 7000 километров? Ну да, я же его еще в октябре собрал прошлого 7000 ты проехал на самокате? Да. Все правильно услышали? Но это же прототип, его же надо тестировать, чтобы понять, где я ошибся в расчетах и где что можно поменять и ты усилить. почти до Владивостока на нем доехал. Там уже немножко осталось. Так, ты говорил еще что-то про титан, если я правильно помню. Вот эти вот трубы, на которых, которые усиливают крепление вот этой части, они из титана. А где ты титан взял? Тоже продается, что ли, просто? Да, конечно. В хозяйственном магазине? Ну, нет, не в хозяйственном. Можно открыть Яндекс, набрать титановые трубы такие-то и искать там поставщиков, кто может отгрузить несколько там метров. Сколько он весит, кстати? Порядка 80 килограмм. Подвеска, амортизаторы? Сзади многорычажная подвеска с ходом в 160 миллиметров с идеальной положительной прогрессией. 15 сантиметров ходит? Да. Откуда амортизаторы? Тоже с Алиэкспресса? Да, амортизаторы тоже с Алиэкспресса.
А какая здесь вот самая дорогая деталь? Ну, самая дорогая деталь, наверное, это двигатель. То есть я заказывал магниты, Так. чтобы их изготавливали по моим чертежам. И сам статор, чтобы тоже резали. То есть это, Тут движок кастомный получается? ну, естественно... Не готовый какой-то. Нет, это тоже двигатель как раз разработан под этот самокат. Фишка двигателя, то что оно изначально проектировалось под систему охлаждения. Там еще система охлаждения есть? Да, по этим вот шлангам бежит охлаждающая жидкость. Так она еще и водяная система получается? Там иммерсионная жидкость, ну, диэлектрическая. Двигатель полностью затоплен диэлектрической жидкостью теплопроводной, которая как раз снимает тепло с обмоток. И горячая жидкость выкачивается вот по этим шлангам, проходит полностью по всем стенкам деки, охлаждается, и потом холодный уже сливается обратно. То есть дека, она же является радиатором. Ты кто по образованию, прости, пожалуйста? Юрист. И как юристу в голову вот это все вот приходит? Ну, Интересно, мне кажется, как мысли понять. инженер — это не название на дипломе, это все-таки образ мышления. Хорошо сказано. На руле, расскажи, пожалуйста, что тут у нас? Курок электронного тормоза. Электронного тормоза? Ну да, рекуперация. Нет, а обычный вот, чтобы там Обычный, да, колодки сжимались. обычный, да, есть. Справа курок газа и разные кнопки, чтобы... Это оно, да? Да, сейчас я выключу, чтобы он не улетел. Я уже переворачивал этот самокат. Ага. Он, В смысле переворачивал? ну, я пытался сделать там драг-рейсинг, чуть передавил газу, он перевернулся Офигеть. в воздухе и проехал в перевернутом состоянии. Ну вот тут видно. А он после отметины. этого нуждался в ремонте или не нуждался? Он поцарапался. И все? Ну так да, на то и расчет, чтобы даже если он перевернется, там упадет, то ну, максимум поцарапается. А что касается человека, который на нем, Ну блин, на мотоциклах же люди ездят, ну, в этом есть логика, да. причем у нас? значительно быстрее. Что на экране? Слева заряд батареи, справа большие цифры — это температура двигателя, Так. также температура контроллера, остаток заряда. Если на русском, Так я же говорю, отечественная разработка. пробег, время Это в пути, после прошивки максимальная последней. скорость. Прикольно. То есть прям бортовой компьютер в автомобиле Прям. практически, только на самокате. Да, Слушай, главный вопрос. Что об этом во всем думают сотрудники, так сказать, на бело-синих автомобилях? честно, мне ни разу не доводилось с ними общаться лично. Вот, То не быть такого не может. За 7000 километров ни разу тебя не останавливали вот на честно, этом? ни разу не останавливали. Провожают вот так вот удивленным взглядом. А то есть они просто не успевают тебя остановить. Все. То есть я ездил и по Москве, по центру, по МКАДу, проезжал кучу постов и Да. ни разу нет. А сейчас же по закону вроде как что-то надо делать. Ну, по идее, на эту штуку права надо. Ага. Права у меня есть. Ну, мотоциклетные права? Да, И у тебя все есть права. да, конечно. Еще забыл спросить, вот это что такое? А это зарядник, В смысле зарядник? ну, чтобы можно было заряжать самокат. Как Ералаши. Стой! Куда сорвался? Батарейки возьми для часов. О, нифига себе. Снять все, открыть воздуховоды, подключить провод. Шторки для охлаждения. Да, А сколько зарядка занимает? часа 2. И вот сюда, 2 вот часа? Что-то быстро. в этот разъем. Ну, я же самостоятельно подбирал аккумуляторы. У меня чтобы- Xiaomi самокат, ну часа там 3-4 заряда, самый дрещевый. Очень разные батарейки. Насколько хватает пробега? Мы вот с девушкой катаемся иногда там по парку. Судя по расходу, который показывает компьютер, где-то на 120 километров должно хватить. Ох, серьезно. Сколько максимум на нем разгонялся? Скажи честно. Судя по GPS спидометру, 115. 15? Попробуем разогнаться? Там Попробуем. идеально ровная прямая. Все. Поедем как надо. С машины сопровождения, да? Окей. Так, тест. Самый интересный. Ни разу мы не видели 100 плюс на самокате. Ни разу. Сегодня, может Я, быть, кстати, увидим, рекомендую просто покататься на нем. да? Не-не-не. Я как-то на Дултроне тут попробовал покататься, тоже чуть забор не улетел. Вот так же примерно. Я могу ограничить скорость. 10 км в час. Ну, 50 вот сейчас. 50. Не, давай, значит, надевай кип, вешаем камеры. И вторая часть, да? Поехали. Саш, это все. Да, я готов. Это весь твой экип. Ну, Вот для вот этого. мы же аккуратно поедем. Господа, попытка номер 3.
Третий раз мы снимаем разгон самоката до 100 км. Может быть, в этот раз что-то получится. Ну что, шеф, стартуй. Так, скорость 20, пока все идет хорошо. Блин, он едет в одной куртке. В одной куртке и в шлеме. А мы там увешивались в тот раз по полной программе. Итак, вот начинается прямая с небольшим уклоном. Этап номер 1 проверим. 50, уже 50. Так, он едет, знаешь, как типа, окей, нормально. Стоп, вот это, подожди ты, слушай, хорошо идет, 60. Давай разгоняемся. 65, 70, 80. В тот раз мы 80 прям так разгоняли, а он сейчас разогнался, как нечего делать. Давай 85 попробуем. Вот наша прямая, уклон. Самокат с нами, все еще здесь. 90. Самокат нас обгоняет. 97, так, момент истины, ну-ка, 100, ребятушка, 100! Что происходит? 101 км в час. И он уходит вперед. Смотри, 101, и он нас обогнал в легкую. Ушел, вообще ушел. Слушай, так, пойдем с ним поговорим. Пойдем. Так, Саш, что это было? Самокат. Ты ехал как на утюге. Просто Ну, вот так вот. Так в том и смысл был, чтобы комфортно, спокойно ехать на самокате. По ощущениям, нравится. ты ехал на максимуме? Или еще и было запасик? Ну, там максимум просто ограничен 115 и все. Ну, вообще, он было, может быстрее ехать? ну, чуть быстрее. Но я вот сейчас, насколько я видел, где-то 111 разогнался. Да, ты шел 102, и ты нас вот тут обогнал. 111 у тебя было, да? Да. Сейчас там еще одна прямая, длинная и под уклоном. Хотели зафиксировать 100, 110, 115. Также спокойно, слушай, это прям фантастика. А как ты платную трассу вот на этом будешь проходить? Ты оплачиваешь обычно такие вещи? Ты проезжал хоть раз? Я, честно, платную трассу ни разу не проезжал на самокате. Мне самому интересно. Я вот подъезжал и думал, я могу вон там вот проскользнуть. Итак, слушай, как... Он может вообще справа проехать, там он есть. А нет, там не протиснется. А для самокатов скидок нет? Не, давайте заплатим. О, смотри, нормально. Поехал. Заплатили. Господа, наша задача 115. Да? На спидометре. Итак, 40, ну это уже такое 50. Нормально. Вот сейчас кривая, и потом начинается вниз. Ветер сегодня приличный. То есть минус пару километров в час, наверное, у нас только из-за ветра. Итак, господа, прямая вниз, лучший участок на этой дороге. Поехали. 70, 82, 80, 90. Давай, догоняем мусоровоз. 95. Еще. 100. 106, 108, 110. Самокат едет ровно за 115. 115. И он нас обогнал. Смотри. Вон он. Что там? Что-то стукнуло. Слышал звук? Что-то прям металлическое звякнуло. Но вот каждый вот такой звук вот максимально стрёмно. Особенно вот этот металлический звук. Какой-нибудь там камень. Да, давайте парковаться. Просто, 115. Как нечего делать. Саш, это было нечто. Расскажи об ощущениях. По ощущениям, ну, я уже привык просто к этому самокату. Ощущения, ну, как едешь и едешь. Вот поначалу... Ты едешь 115 на самокате, едешь и едешь. Поначалу было страшно 50 ехать. Да. Тут все дело привычки. Я же говорил ранее, я проехал уже плюс-минус 7000 километров, и я привык уже к этому самокату, к скорости. У меня нету мандража и страха, потому что я полностью в нем уверен. Я знаю, как он себя будет вести. Что-то сейчас отвалилось у кого-то. Не слышал, звук такой металлический был? Да, вот я тоже по камерам посмотреть, мне кажется, я на что-то наехал.
там что-то лежало. А вот такие вещи тебя не смущают, что насколько вообще большие препятствия в плане вот наезда может преодолевать? Камни там? Ну, смотря, зависит от скорости. Ну, вообще, 160 мм хода подвески позволяет особо не смотреть на дорогу. То есть, А яма какая-нибудь? Что часто, как ты знаешь, бывает? тут единственный принцип, нужно дать больше газу, чтобы переднее колесо хорошее решение. оторвалось, Так. и все, на заднем можно уже практически все проехать. Так, сколько ты на это на все потратил? Во сколько он тебе обошелся? Давай, только честно. Честно, Да. Не считал. Ну, Вот как честно, не считал. Какая-то экономика у проекта же есть. Для того, чтобы сделать этот самокат, я построил мастерскую специально, Так. чтобы сделать этот самокат. Купил станки, там все прочее, это же тоже входит в затраты. Конечно. Плюс это не первая модель, был там первый опытный образец, там куча редакций, подвески, там всего прочего, миллионов под 10. 10 миллионов. Ладно, давай вот такая цифра, это все понятно, это очень такое. Если сейчас строить еще один такой же, у тебя же, наверное, есть люди, интересующиеся, которые хотят что-то вот такое, которые знакомы с подобной техникой, но готовы перейти на следующий уровень. Во сколько это обойдется? Рыночная стоимость такой штуки примерно 2 миллиона рублей. 2 миллиона рублей стоимость автомобиля. Мы посчитали алюминий и Да. аккумуляторы, Да, и уже да, у нас получилось больше, чем 500 000, 450. Согласен, согласен. А там еще 3 месяца работы станка и 2 человек, которые тоже должны получать зарплату за это время. У меня в перспективах сделать самокат такого же уровня надежности, но значительно более простой, чтобы уложиться там в 10 000 долларов рыночной цены, чтобы составить 150 реально тысяч рублей. да, конкуренцию тем же там Выпидом, Рионом и всему прочему. А это чисто флагманская модель, чтобы показать, что вот так вот тоже можно. Круто, ну мы желаем тебе удачи, огромное спасибо, что нашел время, что показал нам, на что способен человек, и на что способна техника, и на что вообще смелости у людей хватает. Все ссылки будут внизу, и если вам нужно что-то вот такое, ну подумайте 10 раз. Мы ни на что вас не подбиваем, вот у Саши большой опыт, он, так сказать, умеет с этим обращаться, поэтому мы не призываем, так сказать, покупать для развлечения, вот это серьезная техника. Поэтому, если вы нацелитесь на покупку такого, надо подготовиться, правильно? Естественно. Отлично. И, собственно, Александр может вам как-то с этим помочь, да, когда курсы, открыть какие курсы. Да, была такая идея, потому что Серьезно? неподготовленных людей сразу же, ну, честно, поубиваются. Это Нам вот да, надо это важно. обязательно хотя бы, не знаю, в течение пары недель с инструктором покататься. А он называется как-нибудь, кстати? Вообще самое популярное название «Восток-1». Восток-1, Да, как у космического корабля. именно, как у ракеты. Удачи тебе. И еще раз спасибо. Ребятки, ждем ваши комментарии. Вспомните, что безопасность и скоростной режим – это самое главное. Ждем комментарии. Увидимся. Пока.